Сюрприз, сюрприз, ублюдки! Король вернулся! Я Кинг-Конг! Здорово, работяги! Как дела? Как вы, наверное, заметили по активности на канале, я немного пропадаю. Да, только вот в начале года наладился график и опять все пошло не так. Ну, это жизнь, тут ничего не поделать. У кого ничего в жизни не меняется, тот и не живет вовсе. Я тут недавно занялся поиском, во что бы такое поиграть сегодня. Вот реально, современная индустрия ничего предоставить толком-то и не может. Свежих шутеров, кроме батл роялей, просто нет. С MMORPG такая же история. Тот же New World, у которого упал онлайн, или донатная помойка Diablo Immortal. Куда вообще катится игровая индустрия? Мне непонятно. Обычно, когда я не знаю во что поиграть, я обращаюсь к лучшему классическому жанру игр – инди. Индюшатина сейчас переживает свои золотые времена. В релизы выходит много разношерстных игр на любой вкус. И я давно наблюдаю за одним интересным проектом, который вобрал в себя все, что я люблю в играх – зомби, выживание, реалистичность и депрессия. Вы уже поняли по обложке и названию, что я говорю о выживалке Project Zomboid. Посмотрим на эту игру, действительно ли это крутая выживалка и стоит ли играть в Project Zomboid в 2022 году. Вывод сделайте из этого ролика. Готовьте чай, печеньки, бутерброды и давайте начнем. Кстати, если вы впервые на этом канале и вам нравится контент, который я делаю, то не забывайте подписываться и прожимайте лайки. Ваша поддержка для меня очень важна. Последний раз игру я запускал несколько лет назад. Она была довольно сырой. Единственное, чем там можно было заниматься, это лутать все, что не приколочено к земле, бить зомби, что-то примитивное крафтить и просто выживать где-то в домах. Я время от времени натыкался на видосы и могу сказать уверенно, что игра сейчас сильно преобразилась. Ну что, вот меню игры вроде бы как ничего особенного. Давайте начнем новую игру. Что тут нажимать? В игре есть песочница на выживание, так скажем, и режим испытаний, ну и модовые сюжеты. Я лично люблю процесс выживания и сопутствующие в игре механики, поэтому основное время я проводил в песочнице. Ну и пару раз попытался сыграть в испытания, что, мега сложно с моим скиллом игры в Zomboid. Ну так вот, выбирайте сложность. Возьму самую обычную строитель, чтобы пояснить, что происходит в игре и показать, как это работает. А вообще играю на сложности повыше. Выбираем регион, в котором заспавнит вашего персонажа. Всем рекомендую выбирать или West Point, или Малдра. Это самые простые локации для новичков, которые вообще пока никакие в игре. И теперь самое трудное – это правильно создать персонажа. Вам нужно выбрать профессию и характеристики. Дело в том, что своим выбором вы можете испортить или упростить себе игру. Все зависит от набора характеристик. Вот, например, я хочу создать человека, который умеет выживать в природе. Рейнджер. Далее комбинируйте негативные характеристики с положительными, чтобы получить идеальный набор характеристик. Но, например, если вы выбрали в негативных слабый желудок, то ее нельзя законтрить способностью железный желудок. И вот он набор, с которым я буду стартовать. Вот такой у меня необычный персонаж получается. Любит пожрать, попить, неорганизованный, зато турист, шустрый, везучий и незаметный. Такой себе проворный, прожорливый ниндзя, который будет метаться между домами и воровать еду. Ну и последнее, остается только сделать внешность героя. Выбор небольшой, но и на этом спасибо. Можно хоть что-то подстроить и сделать болванчика уникальным. Лях, какой красавчик у меня получился. Ну вообще я доволен. Надо бы только не убить его за первые 10 минут игры, но это уже такое. Из загрузки ощущение неизбежной кончины персонажа еще больше усиливается. Первое, что нужно сделать, это найти что-то увесистое, чем можно увалить зомбака по башке, и какую-то защиту. В качестве орудия подойдет все, что можно положить в инвентарь с параметром урон. Ну там кухонный нож, бита, если повезет, то топор, швабра. Например, шваброй можно махать, не подпуская к себе зомбу, а ножом из скрытности можно ваншотить. Есть еще огнестрел, но это тип оружия, это скорее приговор для того, кто его будет использовать, так как на выстрелы сбежится полгорода зеленокожих. Но еще нужно правильно одеться, чтобы вам не было жарко, чтобы потом не заболеть
умереть, промокнув. И еще одежда служит защитой, так что не все вещи будут давать хорошую защиту. Итак, обойдя пару домов, я немного подлутался. Нашел себе пушку и немного полезной одежды в строительном магазине. Может быть, по пути еще что-то сниму с зомби полицейских или военных. Но это если повезет и я их найду. Также, поскольку я люблю пожрать, то в ближайших кафешках можно залутать пока еще свежих фруктов. Но и консервами тоже не стоит брезговать. Это ваши друзья после первых 2 недель игрового времени. Еду и оружие мы достали. Теперь, руководствуясь гайдами Бэра Гриллса, Хотя это выглядит мерзко. нужно найти третью составляющую удачного выживания – укрытие. По логике можно просто занять себе какой-то дом и организовать там маломальское убежище, но это звучит как-то просто. Баррикадироваться в магазине – это глупо, но у меня нет выбора. По соседству с Острой-Магом находится продуктовый, а наверху 2 квартиры. Запасов хватит точно на несколько недель. А если все зависеть простынями и не шуметь, то тут можно жить. Я понимаю, что зомби разобьют окна и могут испортить все, но все же это временная база. Также я решил поискать склад. Очень давно я помню, что в игре были склады, в которых очень много лута для стройки, и там можно начать обосновываться. Хотя можно пойти по второму варианту, уйти в лес и сделать себе примитивное убежище, в котором можно выживать, выходя иногда в город. Обнести все стенами, но это уже тянет на второй ролик. Далее нужно немного обустроить свое место базирования, завесить простынями все окна, чтобы зомби не хотели ворваться в дом. Затем нужно проверить все комнаты на наявность зомби, проверить, есть ли двери, через которые можно будет драпать в случае чего и прочее. Вообще лучший дом сейчас, который я считаю лучше занять, это дом с медициной или быстрым доступом к еде. И мне, кстати, очень повезло со спавном, так как буквально в одном квартале от меня находится супермаркет с огромным количеством продуктов, которых точно хватит на полгода выживания. Овощи, фрукты и выпечка испортятся, а вот консервы не имеют срока годности, это нам подходит. Также в игре предоставлена очень подробная механика состояния персонажа. Вот эта хрупкая оболочка, за которую вы играете, постоянно потеет, у нее постоянные стрессы, испуги, депрессии, плюс к этому зомби везде лазят, и достаточно одного укуса, чтобы начался необратимый процесс. Царапка там или порез не так страшны, как именно укус. Если вас укусят, то все, можно перезапускать игру. Но не во всех случаях, бывают исключения. Раны нельзя оставлять просто так. Нужно обрабатывать их, перематывать чистыми бинтами, зашивать, накладывать шину и так далее. А восстановление может длиться неделю или больше. Получив травму, у вас будут разные штрафы, которые будут только усложнять игру. По пути вы будете встречать разнообразных зомбированных. Они имеют свое зрение и слух. Все действия могут привлекать их внимание. Будете бегать, зомби вас заметят и будут преследовать. Разобьете окно, ближайшие зомби найдут вас. Не повезет, если вы ворветесь в дом под сигнализацией, на которую сбежится пол района. Вообще сражаться с одним зомби это легко, но когда их 3 или целая толпа, то это становится проблемой, большой, так как они могут следовать за вами очень долго. И еще бывает, что собираются в группы, и напороться на орду будет крупной неудачей. На окраине города я по старой памяти нашел оружейный магазин рядом с пабом. Ну, во-первых, он на сигнализации, во-вторых, я не могу пройти сквозь решетку. Это еще одна проблема, так как чтобы разбить ее, нужна кувалда или сварочный аппарат, которым можно будет разрезать прутья. По пути, если найду кувалду, это большая удача. В магазине меня интересует не оружие, а туристическое снаряжение и ножи. Следующая цель — это переждать пару дней, походить в небольшие вылазки, освоиться на карте игры, понять, где искать ресурсы и в каком направлении обустраивать себе комфортные условия выживания. Мои скитания по городу приносят огромную пользу. Во-первых, я собираю предметы для выживания, оружие, что-то для крафта, а если повезет, то и удочку с кувалдой и палаткой, ну и полезные книги для ускорения прокачки. Я мог упустить много механик. За одно видео я не успею обо всем рассказать, так как на данном этапе можно и заниматься рыбалкой, и садоводством, и строительством, и механикой, чтобы кататься на машинах и чудить всякие вещи, которых я даже не мечтал раньше в этой игре. Зомбоид очень разностороннее в этом плане, и ваше выживание зависит от того, какой геймплей вы хотите. Не обязательно даже ходить постоянно по городам, можно заниматься выживанием в лесу, редко встречая зомби.
Спустя игровую неделю я немного обустроился. Есть пара сборщиков воды, на полках обильное количество еды и пока есть вода в кране и унитазе. Ну и я не буду менять место базирования. А вот если отключат воду или свет, то придется что-то выдумывать или перемещаться. Но это будет в следующем ролике. Все зависит от вас и ваших реакций на этот ролик. Подпишитесь там и прожмите лайк. Ну и на этом первую часть ролика будем заканчивать. Меня игра очень зацепила. Тут реально есть чем заниматься. Такое чувство, будто я играю в классическую MMORPG, где у вас есть огромный набор механик, которые можно использовать в своем прохождении. Огромный простор для выживания и развития. А иногда игра генерирует неожиданные ситуации, из которых нужно выйти живым. Ну, работяги, вот такой ролик получился. Я продолжаю играть в Зомбоид и сейчас. Так что продолжение зависит от вас. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забывайте подписываться, если вы впервые на канале. Ставьте лайк, чтобы ролик продвигался в топы, ведь ваша активность — это мега мотивация для меня. Спасибо, что смотрели, и до встречи, работяги.